Что? Да, да. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Военный обзор, меня зовут Иван Савин. Сегодня у меня в руках редчайший образец стрелкового российского вооружения. Это АЕК-971. Автомат, который внешне напоминает автомат Калашникова, но использует иной принцип работы автоматики. Поехали! Первый раз я познакомился с этим автоматом в игре Battlefield Bad Company 2. Потом я его часто встречал в других шутерах. Не пущай, блядь! Я даже подумать не мог, что он однажды окажется у меня в руках хотя бы в СХПшном варианте. Поехали. Одиночный. У него практически нет отдачи, абсолютно никакой. Вероятно, вы уже успели задаться вопросом, откуда у меня целых два автомата АЕК-971 и неужели на них реально такая слабая отдача? Но перед тем, как отвечать на эти вопросы, хочу поблагодарить главного спонсора, без которого это видео, вероятно, могло бы не выйти. Магазин экипировки Орион Спец. В этом магазине любой милитарист сможет найти для себя то, что ему нужно. Форму, горки, жилеты разгрузочные, плейткерриеры, рюкзаки. И все это с доставкой по всей России и СНГ. Я являюсь сотрудником этого магазина, и если у вас будут какие-либо вопросы по ассортименту, без стеснения пишите мне, я постараюсь на них ответить. Теперь вернемся к АЕКам. На мероприятие, которое проводилось концерном Калашникова на Армии 2020 для блогеров, я познакомился с админом отличной группы «Авторские статьи на оружейную тематику». Ссылка в описании, если кому-то вдруг интересно. Слово за слово, и я сумел договориться с Дмитрием о записи видео об автомате со сбалансированной автоматикой АЕК-971. Автоматы, которые показаны на видео, являются СХПшными. СХП, если что, это оружие, которое полностью идентично боевому, за исключением того, что оно ведет стрельбу исключительно светошумовыми холостыми патронами. То есть это оружие, которое нельзя использовать для поражения живой силы, разве что для отработки каких-то навыков или демонстрации работы оружия. Так вот, автоматы в видео имеют полностью рабочую оригинальную систему автоматики и прочие узлы, но в то же время не могут вести стрельбу боевыми патронами. Да, некоторое время назад эти автоматы были боевыми, но в какой-то момент их перепилили в СХПшные. Если говорить об отдаче, то она реально очень-очень мягкая. Ну, во-первых, это обусловлено тем, что автомат СХПшный, у боевого отдача, существенно больше. Но в то же время на СХПшном АЕК-971 можно ощутить, насколько качественно работает система сбалансированной автоматики. Все-таки у меня был опыт стрельбы из боевого АК-74, из СХПшного АК-74, и я приблизительно понимаю, какую отдачу дает автомат в калибре 5,45. И боевой, и СХПшный. Так вот, отдача на АЕК-971 даже и рядом не стоит. Я бы ее мог бы сравнить с отдачей привода, который имеет овертюн в 150 или 170 метров в секунду. Настолько она низкая. И все это достигается благодаря системе сбалансированной автоматики, с которой вы ознакомитесь далее. В руках у меня автомат АЕК-971. Разработка этого оружия происходит с 1978 года. Принцип работы автомата – сбалансированная автоматика. Во время выстрела затвор затворной рамой двигается назад, в то время как балансир, равный по
массе двигается вперед. Таким образом, импульс отдачи гасится. Затворная рама с затвором и сам балансир. Вот как это работает. Затворная рама идет назад, балансир уходит вперед. Вот он. Сейчас мы с вами продемонстрируем то, как это работает в слоумо, и сравним с автоматом Калашникова. Таким образом достигается максимальная стабильность отдачи при стрельбе из неустойчивых положений, таких как стоя, с колена, ну а о стрельбе лежа и говорить нечего. Сейчас перед вами этот автомат безо всякого обвеса, так сказать, в штатном виде из коробки. Автомат имеет рамочный приклад с полимерным подщечником, который не примерзает и не нагревается при использовании в определенных температурных условиях. Приклад складывается в правую сторону автомата, что позволяет не снимать прицельные приспособления с бокового крепления. При этом остается доступ к переводчику режимов огня. Кстати, вот так вот реализована щечка приклада с кнопкой, нажимая которую мы можем приклад разложить. Переводчик огня имеет несколько положений. Предохранитель, одиночный выстрел, стрельба короткими очередями по 3 патрона и полный автомат. В пистолетной рукоятке предположительно располагался пенал. Эта фишка перешла и в 6P67 Корд завода имени Дегтярева. Видео про него есть вот тут, посмотрите. Пистолетная рукоятка и скоба спускового крючка выполнена из полимера, что очень-очень модно и классно выглядит. Крышка ствольной коробки запирается по тому же принципу, что и снайперская винтовка Драгунова. Как разбирается автомат, мы рассмотрим чуть позже. Сама затворная рама имеет флажок, расположенный под углом. Защелка приклада. Цевье ребристое, также полимерное, очень удобное, ухватистое. Очень удобный хват. Цевье и накладка на газовую трубку фиксируется оковкой, которая запирается также с помощью практически того же флажка, как мне кажется, как и крышка ствольной коробки. Ствол. Шомпол. Прицельные приспособления. Практически того же самого вида, что и на АК-74. И ДТК-пламегаситель, который устанавливается практически так же, как на АК-74. Тот же самый автомат, но с установленным обвесом. Оптический прицел, установленный на боковую планку, который не надо снимать в том случае, если вы складываете приклад на бок, что очень удобно при десантировании, как мне кажется. И подствольный гранатомет ГП-25. Вот так вот он устанавливается. Выглядит все монолитно и очень брутально. Абсолютно легко и непринужденно устанавливается на стандартное посадочное место. Ничуть не хуже, чем на АК-74. АЕК-971 использует тот же самый боеприпас, что и АК-74. Соответственно, магазины подходят тоже. Помимо обыкновенных магазинов, бакелитовых, сливовых и черных, сюда подойдет магазин от АК-12.
блядь. Немножко не разработанное, но с таким магазином вид становится еще более брутальным. Итак, неполная разборка и сборка осуществляется путем поднятия крышки. Крышка убирается. Проверяется еще раз патронник. Делается холостой спуск. Также примерно как на автомате Калашникова. Вынимается пружина. Вот сам весь главный механизм. Здесь у нас вторая часть. Газовый поршень, как видите, вот он. Он как раз выполняет роль балансира. Первый балансир, второй балансир. Возвратная пружина. Намного легче, чем на автомате Калашникова. Обслуживание происходит без полной разборки. В принципе, если осуществляя полную разборку, убивается вот этот пин. Вот. Достается. Без полной разборки просто протирается протирка. Добавляется масло. И все. Натирается носом. Здесь у нас Хусейн. И, соответственно, вот здесь находится переводчик огня, который фиксирует положение при стрельбе. Вот шептал, ходит. Так, по конструкции автомата. Ствольная коробка состоит из 3 частей. Полимерная рукоять, которая не унифицирована с семейством АК. Сама ствольная коробка собирается из 2 частей с помощью вот сварки в этом месте. Изделие намного легче, чем изделие автомата Калашникова. Вот. Имеет изделие, соответственно, другое цевье, не аналогично автомату Калашникова. Газовая трубка несколько длиннее. Она снимается путем снятия здесь упаковки, снятия шомпола и дальше обслуживание самой газовой трубки. Неполной разборки хватает для обслуживания автомата во время повседневной службы солдатам-срочникам. По идее, ничего сложного здесь на самом деле нет. Все механизмы максимально просты и интуитивно понятны. Ствола. Все, я уже тогда понял, точить нельзя. Я прибавил полтора миллиметра. Так, ну давай отсюда тогда. Сейчас я вот точил. И вот на это сказал, я вот человеку говорю, да, я говорю, ну нет, если сдуваете, это СВД, полновых, хотя проектирован на 4, потому что поворот на 22,5 градуса, скрипчик, блядь, 3 упора. То есть я уже какие-то Дилан, слава богу. Карту закрыть, чтобы девчонка. Дорогие друзья, это Дмитрий, человек, который предоставил уникальную возможность крупным планом поснимать это изделие. Это специалист высокого класса, который может хорошенько вас просветить по истории данного изделия. По этому поводу я передаю слово Дмитрию. Меня попросили рассказать вам, дорогие зрители, об истории боевого применения данного образца стрелкового вооружения. К сожалению, в сети на самом деле информации по этому поводу очень мало.
потому что полевые испытания проходили максимально закрыто. Во-первых, кто получил и где проходило боевое применение данного изделия. Проходило во время конфликта, известного нам как Вторая чеченская кампания. Получили его на вооружение подразделения горно-стрелковые, подразделения внутренних войск, также подразделения морской пехоты и специальное подразделение юстиция. В специальном подразделении юстиции он ограниченно был принят на вооружение, но тем не менее не вытеснив автомат Калашникова. В ходе повседневной службы писали отчеты, в сети сохранились обрывки той информации, которая говорит нам, что многие сознательно пытались попасть в те подразделения, где АЕК-971 проходил испытания. Отзывы о нем были сугубо положительные. Чем это вызвано? Во-первых, люди столкнулись с уникальной системой сбалансированной автоматики, когда при ведении автоматического огня было минимальное рассеивание, когда во время ведения боевых действий оружие давало максимальную плотность огня. При этом люди были профессиональны и знали, что оружие нужно действительно обслуживать. Оно действительно требовало должного обслуживания ввиду усложненной конструкции по отношению к автомату Калашникова. После завершения испытаний полевых АЕК получил самые лестные отзывы. Об этом сохранилась информация в архивах завода. Об этом сохранилась информация от некоторых участников тех испытаний в сети. Если очень сильно постараться, можно найти несколько фотографий, их очень мало, где военнослужащие различных подразделений демонстрируют данное оружие во время испытаний именно боев на Северном Кавказе. Очень сильно хвалили данное оружие ребята из подразделения специального назначения ГРУ ГШРФ, который также попал на вооружение. В целом, это было то оружие, которое было нужно специальным подразделениям для выполнения тех задач, которые стояли перед ними в ходе несения ими повседневной службы на Северном Кавказе и выполнения боевых задач. Оружие показало себя первоклассно, и те люди, которые с ним сталкивались, его хвалили, и это было одно из немногих оружий, которое не получило фактически ни одного негативного отзыва. Это тот самый факт, когда люди его не ругали, люди его в основном только хвалили и говорили: дайте нам еще, мы хотим это оружие. А проблема была в том, что все наложилось на бюрократическую казуистику, и посчитав, что данное оружие дорого, придется изыскивать человека часы для перевооружения или переобучения личного состава обращению с данным оружием именно в плане его эксплуатации, оно не было закуплено. Тогда и вопрос о постановке на вооружение был отложен, можно сказать, до сегодняшнего дня. Сейчас ЗИД выполняет заказ и предоставляет его в некоторые специальные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. Список этих подразделений, к сожалению, неизвестен, но точно известно, что это спецподразделение ГРУ ГШРФ. Более информации по закупкам, кто будет закупать еще, нет. Если сравнивать его с АК-12, то в принципе даже по весу это оружие АЕК-971 легче, имеет более длинную прицельную линию, он более прикладистый и, на мой взгляд, более удобный. Если брать АК-12 в данном исполнении, то это оружие среднестатистического бойца мотострелкового подразделения, вот это оружие профессионала, которому требуется максимально точное поражение, и при этом нужно будет вести часто плотный и точный огонь очередями. Проблема с моей нет. Есть, блядь, Калашников, который... Благодаря помощи Дмитрия нам удалось записать по-настоящему уникальный и интересный материал, рассмотреть этот автомат наиболее близко и наиболее детально, так, как хотелось мне, когда я смотрел некоторые немногочисленные видео об этом изделии. Мои впечатления, конечно же, сугубо положительные, но это, наверное, за счет того, что я являюсь большим фанатом этого автомата, хоть никогда в жизни из настоящего не стрелял. До сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня, да. От себя хочу заметить, ты рассказывал о том, что данное изделие применялось во время Второй Чеченской. И должен заметить, что внешне он отличался. Можно сказать, был тип 1, это тип 2, различных генераций. И то, что мы видели на
коммунисты. И то, что мы видели в этом ролике на армии 2020, автомат 6P67, это продолжение вот этого самого АЕК-971. Его можно, конечно же, назвать четвертой генерацией, если брать в счет А-545. А если брать счет СА-006, СА-006, да, то это уже как то это уже шестая генерация. шестая генерация. 6 генераций автомат не мог пробиться в вооруженные силы с нормальным количеством. И вот по заявлениям завода имени Дегтярева, как уже сказал Дмитрий, как мне сказали представители завода имени Дегтярева, автомат наконец-таки получает части специального назначения. И надеюсь, что я смогу найти выходы, чтобы записать видео о следующих генерациях этого автомата. Также от себя хочу заметить, что мне удалось найти очевидца, который с этим автоматом воевал во время Второй Чеченской. Вы видите его фото сейчас здесь. Возможно, у меня получится взять у него интервью. И более того, в славном городе Ярославле есть частный музей оружия, где представлен АЕК-971 той генерации, которая была в эксплуатации во время Второй Чеченской кампании. Что ж, Дмитрий, большое спасибо тебе, что уделил нам время, что помог нам записать этот материал и просветить людей нашей необъятной родины. До скорых встреч, друзья! Подписывайтесь на этот канал, на инстаграм Дмитрия, ставьте лайки, оставляйте комментарии и пересылайте это видео всем своим друзьям, любителям оружия. До скорых встреч! Пока! Хоть какая-то экспрессия. Класс. Класс.